Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена. И в этом видео мастер-классе мы свяжем с вами вот такой вот свитер. Его можно, конечно, связать и как джемпер, то есть без вот этого воротничка с подгибом. Значит, изюминка этого свитера заключается в том, что я соединила два вида пряжи. Вот такую вот пушистенькую Alize Softy и более гладкую пряжу. На рукавах у нас идет очень красивый узор. Это узор я взяла из книги по японским узорам. Несмотря на то, что достаточно будет такая объемная схема, узор достаточно прост. Давайте расскажу вам по размерам. Этот, значит, свитер предназначен на возраст примерно 6-7 лет и рост ребенка 122-128 сантиметров. По длине, по спинке, то есть от начала воротника до низа изделия у меня составляет 45 сантиметров. В ширину это изделие 37 сантиметров. Высота проймы у меня, кстати, для этого возраста небольшая, всего лишь 16 сантиметров. И длина рукава, то есть от начала проймы и до конца манжета составляет 43 сантиметра. Из них на манжет у меня ушло 9 сантиметров. Пройму я сделала не совсем такую широкую, так как рукав сам у меня не имеет никаких убавочек вплоть до манжета. И чтобы не делать слишком такой большой и объемный рукав, я чуть заузила пройму. Теперь расскажу вам про пряжу. Это Alize Softy, 50 грамм, 115 метров и код пряжи 06. Это такой красивый оранжевый цвет. К нему в компанию я подобрала пряжу от Пихорки, кроссбред Бразилии. В 100 граммах идет 500 метров. И код. Сейчас найду. Код 30. Это такой терракот, светлый терракот называется пряжа. Мне показалось, что в компании они смотрятся достаточно удачно. Такой осенний вариант, но я сначала вообще думала вязать здесь какой-то узор из листьев. Но потом наткнулась на вот этот узор, плюс у меня еще подошли петельки по пройме. То есть я даже, знаете, больше, когда выбор узора стоял, я уже смотрела, сколько петелек у меня будет набрано на пройму. Уже исходя из этого подобрала сюда узор. А сам свитер мы свяжем с вами, как обычно, по кругу. Сначала наберем петельки, соединим в круг, свяжем небольшую резиночку спицами номер 3. Затем на 3,5 мы свяжем с вами сам джемпер до пройм, поделим его после пройм на спинку и перед, довяжем с вами спинку. Петельки я всегда оставляю открытой, так как мне очень нравится то, что горловина более растяжимая. Затем перейдем к переду, свяжем и свяжем необходимый с вами воротник. Смотрите, на весь свитер вот этой пушистой пряжи у меня ушло 170 грамм, но я, знаете, вывязывала до последнего, то есть насколько у меня хватит остатка. То есть я не хотела затрагивать и новый моточек. То есть в среднем мне понадобилось чуть больше 3 мотков, где-то 3,5. А вот этой пряжи мне понадобилось 150 грамм. То есть где-то в среднем один рукавчик у меня выходил, по-моему, по 70-75 грамм. То есть вы можете, кстати, заменить эту пряжу на какую-либо другую. Я оставлю вам под видео ссылку и на схему, и также там будет статья, как сделать расчет. То есть, подставив свои значения, вы можете рассчитать спокойно на свой размер, а уже по мастер-классу связать его. То есть, на мастер-классе я уже показываю основные моменты по набору, по переходу с резинки на лицевую гладь, как мы убавляем петельки на пройму, как, кстати, рассчитать горловину. И как, самое, наверное, здесь сложное, как рассчитать петельки на пройму. Главное нам узнать обязательно плотность. Перед тем, как начать вязать, мы сначала делаем образец, считаем плотность, и потом вот это вот 16 сантиметров мы умножаем на плотность петелек в 1 сантиметре. Примерно потом прибавляем с вами, не забываем, что петельки на пройму, и по плюс обязательно у меня здесь дополнительный при переходе с пройму на спинку и при переходе проймы на
перед. Там еще будут, то есть, учитывают доп. Петельки. И если мне, например, нужно петелек чуть больше, а именно для этого узора так и случилось, я просто добавляю их в процессе набора. Но то, что их у меня чуть больше, совершенно этого незаметно по узору. Узор, кстати, даже если вы, например, свяжете лицевую гладь, он даже чуть-чуть у меня так потянулся. Когда я вязала лицевую гладь, у меня получилось 30 рядов в 10 сантиметрах. После вот ФТО, как я, значит, связала, его постирала, у меня получилось 29 рядов в 10 сантиметрах. А плотность по рядам, по петелькам совершенно не изменилась. Также спицек. Здесь мне понадобились другие. Здесь на рукав я брала 4 и на резиночку 3,5. Также всю основную информацию, как обычно, вы найдете у меня внизу под видео в описании. Я даю там более подробные объяснения, если я что-то забываю сказать. Вот. Если вам понравился такой свитерок, давайте приступать к вязанию. На одну спицу номер 3 мы будем набирать 128 петелек плюс 1 дополнительная для замыкания в круг. Набираю я обычным способом, не сильно затягивая ниточку. После того, как мы набрали необходимое количество петелек, мы замыкаем в круг. Петельку с левой спицы снимаем, накидываем на нее петельку с правой и возвращаем назад. Перед этим мы распределяем все петельки по спицам. Обязательно смотрим, чтобы нигде они у нас не перевернулись, не перекрутились. И теперь начинаем вязать резиночку 1 на 1, чередуем лицевую, изнаночную, лицевую и изнаночную петельки. Первый ряд мы провязываем полностью за переднюю стеночку. На спинке и по переду у нас находится по 64 петельки. После того, как я провязала первый ряд, отмечаю начало ряда маркировочком, продолжаю вязать резиночку, вяжу лицевую за переднюю, изнаночную за заднюю стеночки. Петли мы всегда провязываем за правую стеночку петли, независимо от того, какую петельку мы вяжем, чтобы они не получились перекрещенными. Резинку мы вяжем на любую высоту, которая нравится вам. Я провязала резинку на высоту 10 рядов, это примерно 3,5-4 сантиметра. И теперь я перехожу на спицы номер 3,5 и буду вязать только лицевую гладь. Рекомендую запастись либо щучком для вязания, либо каким-то другим приспособлением, так как в такой пушистой пряже очень тяжело считать ряды. Вязать лицевую гладь мы начинаем, смотрите, где у нас была лицевая, провязываем петельку за переднюю стеночку, где была изнаночная, мы ее провязываем за заднюю стеночку. То есть этот первый ряд мы также провязываем все петельки за правую стеночку петли. Начиная со второго ряда мы переходим на лицевую гладь, которая будет вязаться только за передние стенки. Наши петельки будут провязываться. Вязать мы будем прямым полотном до начала проймы. После проймы мы уже будем делить наше полотно на спинку и перед и будем вязать уже детали по отдельности. Пока продолжаем вязать вверх. Лицевой гладью от резинки я провязала ровно 80 рядов. Если по сантиметрам от начала вязания, то есть от наборного края вместе с резинкой, это примерно 29-30 сантиметров. Теперь мы с вами переходим на разделение нашего полотна на спинку и перед. Для этого в 80 ряду я не довязала последние 2 петельки. Я закрою 2 петли с конца спинки и 2 петельки с начала переда. То есть я закрою петли на пройму 4 петли. По 2 петли с каждого края детали. Первую лицевую вяжу, провязываю вторую и накидываю на нее предыдущую. Так мы закрыли первую петельку,
И считаем дальше. 2, 3 и 4. 4 петли закрыли. Так как у нас на спинку перед уходило по 64 петельки, у нас после того, как мы закроем петли, у нас останется по 60 петелек. Теперь, считая вот эту петельку, вяжем 60 петелек. Это то, что у нас останется по переду. 60 петелек переда мы провязали, и теперь снова закрываем 4 петли, то есть 2 петли с конца переда и 2 петли с начала спинки. Также вяжем первую петельку, затем провязываем вторую, накидываем предыдущую. Так мы закрыли первую петлю и считаем дальше 2, 3 и 4. Теперь считаем до вот этого отверстия, то есть до начала закрытия первых петелек на пройму, у нас вместе вот с этой петлей должно снова остаться 60 петелек. И дальше мы продолжим с вами вязать только спинку. Это по общему счету у меня идет 81 ряд от начала, от резинки, то есть когда мы начали вязать лицевую гладь. Но после проймы я люблю обнулять вязание, и это я считаю первым рядом от начала проймы. В конце ряда, когда я буду довязывать последнюю петлю, смотрите, у нас здесь будет такой небольшой прогалчик. Чтобы его избежать, я вхожу под первую закрытую косичку проймы и провязываю в нее дополнительную петлю. Переворачиваю вязание и сразу провязываю 2 петельки вместе. То есть я петлю добавила, петлю сразу убавила. И продолжаю вязать уже поворотными рядами только спинку. Я вяжу теперь изнаночными петельками, и при поворотном вязании я провязываю изнаночную петлю за переднюю стеночку. Зачем я сделала дополнительную петельку? Смотрите, видите? Теперь вот эта ступенька у нас полностью ушла. Теперь у нас на спицах снова 60 петелек. Вяжем с вами второй ряд. Когда мы довязываем второй ряд, мы уже здесь никакой дополнительной петельки не поднимаем, так как у нас здесь имеется более плавный переход. И третий ряд мы уже просто вяжем лицевой гладью, кромочную первую снимаем. То есть кромочную мы теперь, как и обычно при поворотном вязании, будем снимать. А лицевую, посмотрите, обратите внимание, я вяжу теперь за правую стеночку петли, то есть за заднюю стенку. Именно так она лежит у меня на спице. Всего проймы мы будем вязать примерно на высоту 16 сантиметров. Вязать я буду обычным прямым полотном, и в конце я оставлю петельки открытыми. По рядам это примерно 52-54 ряда. От проймы по спинке я провязала 52 ряда, как я говорила, примерно 16 сантиметров. Обрезала медь примерно длиной 60-65 сантиметров, так как буду закрывать плечевые швы с помощью крючка. И теперь перехожу на вязание спинки. Спинку мы с вами начинаем вязать со второго ряда от проймы, так как первый ряд мы уже провязали именно в тот момент, когда закрывали петельки на проймы. И теперь для более плавного перехода мы также применим небольшое такое действие, чтобы вот не было вот этого прогалчика. Также входим под первую закрытую петельку, под косичку, и ввязываем дополнительную петлю. Переворачиваем изделие на изнаночную сторону и сразу эту петлю провязываем со следующей петелькой вместе изнаночной. Подтягиваем нить, и вот этой ступеньки уже у нас нет. И продолжаем также теперь вязать по изнаночной стороне изнаночными петельками, по лицевой стороне лицевыми за заднюю стеночку. Вязать мы так будем с вами 38 рядов.
И затем, начиная с 39 ряда, мы начнем с вами закрывать уже петельки под вырез горловины. На спинке, как вы уже видели, петельки я оставляю открытыми. У меня провязано по переду от проймы 38 рядов. Начинается 39 ряд, и мы начинаем делить наш перед на левую и правую сторону. И в этом ряду мы закроем 12 центральных петелек. Всего у нас 60 петелек, поэтому мы вяжем 24 петли, закрываем 12 и потом уже будем работать с оставшимися 24 петельками. Начинаем вязать обычно, считаем вместе с кромочной. Центральные петельки мы закрываем как обычно. Первую петлю провязываю, вяжу затем вторую и набрасываю на нее предыдущую. Это мы закрыли первую петельку, затем считаем 2, 3, 4 и так далее. После того, как мы закрыли 12 петелек, вместе вот с этой петлей у нас должно остаться 24 петельки. Довязываем 39 ряд, затем вяжем 40 и в 40 ряду не довязываем последнюю петельку. У меня начинается 41 ряд, как вы видите, последняя петля у меня не провязана, то есть вот это первая кромочная, это мне нужно для того, чтобы для плавного закрытия горловины, чтобы не образовывалось ступенек. Так мы будем делать на протяжении всего вывязывания. Смотрите, в 41 ряду мы закрываем 3 петельки. Первую петлю мы просто набрасываем недовязанную петельку, так мы закрыли первую петельку, затем закрываем вторую и третью петлю. Теперь вяжем с вами 41 ряд до конца, затем в 42 ряду снова не довязываем последнюю петлю. В 43 ряду мы закрываем 2 петельки, 1 и 2. Вяжем 43 и 44 ряды. Начиная с 45 ряда мы будем закрывать только по одной петле. По одной петельке мы будем закрывать 3 раза, то есть это 45, 47 и 49 ряды. Далее, после всех закрытых петелек у нас на плечевой шов должно остаться 16 петелек. И мы вяжем их уже на протяжении до 52 ряда. Петельки я также оставлю открытыми, но ниточку можно уже обрезать покороче, так как с этой стороны у нас уже будет длинная нить со стороны спинки. После того, как мы довязали правую сторону переда, мы переходим на левую. Также для того, чтобы убрать вот этот небольшой зазор, я вхожу также под первую закрытую петельку под косичку, вывязываю дополнительную петлю, переворачиваю вязание. Это уже идет у нас 40 ряд, и сразу провязываю эту петельку со следующей вместе изнаночной петлей. Подтягиваю ниточку и теперь продолжаю вязать 40 ряд, затем вяжу 41 и в 42 ряду мы снова с вами встретимся. У меня начинается 42 ряд, и смотрите, обратите внимание, здесь петелька у меня также не довязана, и мы закрываем следующие 3 петли: 1, 2 и 3. Вяжем 42 ряд до конца, затем 43. В 43 ряду также не довязываем последнюю петельку. В 44 ряду мы закрываем 2 петли: 1 и 2.
Далее, начиная с 45 ряда, мы начнем закрывать петельки с вами по лицевой стороне, и нам останется закрыть 3 раза по одной петле. Поэтому сейчас довязываем 44 ряд и встречаемся в конце 45. В конце 45 ряда у меня останется непровязанных 2 петельки. Предпоследнюю я переворачиваю таким образом, чтобы обе петельки можно было связать вместе за переднюю стеночку. Такие убавочки мы делаем еще в 47 и 49 ряду. Далее мы довязываем также до 52 ряда. Ниточку не обрезайте, и с помощью нее мы сразу начнем соединять наши плечевые швы. После того, как мы с вами закончили левую сторону нашего переда, ниточка, видите, у меня не обрезана, я выворачиваю изделие на изнаночную сторону, располагаю петли так и спицы, чтобы острие спиц у меня смотрело в сторону проймы, и длинная ниточка у меня должна быть на дальней спице. То есть передо мной получается спинка, а следующая деталь только перед. Крючок для соединения я взяла на пол размера поменьше, это номер 3, можно взять 3,5, и мы начинаем соединять. Главное, чтобы плечевой шов не получился стянутым. Первую петельку я снимаю, с первой спицы и в нее вытягиваю петельку с дальней спицы. В эту петельку на крючке я вяжу дополнительную воздушную петельку, и только после этого начинаю соединять все петли вместе. Смотрите, сначала вхожу в петельку за ближней спицей, затем в петельку с дальней, и одной петлей соединяю все петельки на спице и на крючке. То есть мы как бы одной петелькой соединяем 3 петли. Две петельки со спицы и одну на крючке. Напоминаю, плечевой шов у нас состоит из 16 петелек. И после того, как мы соединили последнюю петельку, посмотрите, вот такая вот дорожка у нас с вами получилась. Вот так выглядит с лицевой стороны. И теперь мы переходим на следующие петельки. Нам для начала нужно расположить спицы так, чтобы острие спиц смотрело в сторону проймы. Для этого я просто вот так переснимаю петельки переда. Снова располагаю спицы так, чтобы длинный кончик нити у меня был на дальней спице. И я покажу самое начало соединения. Петельку с ближней спицы мы снимаем, вытягиваем через нее петельку с дальней спицы и делаем дополнительную воздушную петлю. И только после этого по очереди начинаем соединять все петельки. После того, как мы соединили плечевые швы, на спинке у нас остаются открытые петельки, и их у нас должно быть 28. И с помощью спиц номер 3 мы будем обвязывать нашу горловину. Я пересняла открытые петельки на спицы нужного мне размера, то есть номер 3. Набор на горловину мы начнем делать по переду, начиная от плечевого шва, и набирать я буду в петли не в кромочные, а в ряды, которые идут после кромочной. Начинаю набор я от плечевого шва. Если честно, здесь больше будет идти набор на чисто на взгляд, как уцепится ваше зрение за петельки. Вот я
пошла набор, просто делаю вниз. 3, 4, 5. До центральных 12 петелек у меня получилось набранных 15. Далее мы переходим на набор центральных петелек. Чуть-чуть я запуталась. Просто вхожу под, также вот ориентируюсь на вот эти вот полоски. Всего нам нужно набрать 12 петелек. 2, 3, 4 и так далее. После того, как мы набрали центральные 12 петелек, мы начинаем подниматься вверх. Напоминаю, нам нужно набрать все симметрично, поэтому мы набираем 15 петелек. 2, 3. Пытайтесь избегать вот таких вот больших отверстий. То есть входите на спицу, значит, чуть пониже или чуть в сторону уходить, чтобы не образовалось дополнительного отверстия. Таким образом я набрала 42 петли, то есть 15, 12 и еще раз 15 петелек. Далее я перехожу на спинку. По спинке, смотрите, вот у меня открытый ряд петелек, и здесь идет соседний ряд. С соседнего ряда я поднимаю задушку 2 петли, нижнюю и верхнюю. Верхнюю петельку я провязываю скрещенной петлей, а вторую петлю, которая лежала чуть ниже, я провязываю за переднюю стеночку вместе с первой открытой петелькой на спице. Далее вяжу все петли, не довязывая последнюю петельку. Провязываю я их обычно лицевой гладью. И когда мы дошли до последней петли, пока я ее не провязывая, переснимаю и поступаю точно так же. С соседнего ряда поднимаю верхнюю и нижние петельки. Первую петлю я провязываю с последней открытой петелькой. И вот эту верхнюю петельку провязываю также скрещенной лицевой. То есть у меня здесь получилось 30 петелек по спинке. И общее количество набранных петелек у меня получается 72. Теперь нам понадобится маркерочек. Я также отмечу счетчиком для вязания. И мы начинаем вязать обычную резиночку 1 на 1. Чередуем лицевую и изнаночную петельки, провязывая первый ряд полностью за переднюю стеночку. Второй и последующие ряды мы вяжем, как обычно при круговом вязании, лицевую за переднюю, а изнаночную за заднюю стеночку петли. Вяжем горловину на выбранную вами высоту. Я провязала резинкой воротник на высоту примерно 12 сантиметров. Я провязала 36 рядов. Теперь я начинаю закрывать петельки эластичным способом с помощью накидов. Вяжу первую лицевую петельку, перед изнаночной петлей делаю накид от себя, провязываю изнаночную петлю и по очереди набрасываю сначала накид, затем провязанную первую лицевую петельку. Далее у меня идет лицевая петля. Перед лицевой петелькой я делаю накид к себе и также, провязывая лицевую петлю, по очереди набрасываю накид и предыдущую петельку. И еще раз, перед изнаночной накид от себя, вяжем петельку, накид, делаем по очереди, накидываем, и теперь перед лицевой петелькой к себе накид делаем. И так мы провязываем полностью все петельки
по кругу. После того, как я завершила закрывать петельки, теперь с помощью иголочки я его закончу. Я вхожу под первую закрытую петельку. Я, конечно, понимаю, что ее почти здесь не видно. Вот под косичку вхожу и затем возвращаюсь в середину последней закрытой петли. У нас создается дополнительная петля, и только затем мы будем прятать все кончики. И смотрите, ниточку я буду выводить на лицевую сторону, потому что у меня будет вот так вот с отворотом идти горловина. А мы меняем спицы, меняем пряжу и начинаем вязать рукава.